Всем привет, дорогие друзья, с вами Евгений Чаевай-Чайка, и вы смотрите пилотный выпуск How to Map, в котором я буду подробно рассказывать о структуре игры Natus Vincere на разных картах. Первой жертвой моего пристального взгляда стал The Overpass. Можно заметить, что за последние пару месяцев статистика этой мапы была не столь красочной, и PGL Major тому подтверждение. Но Overpass в исполнении Na'Vi всегда составлял огромную угрозу для противника любого класса, и последние неудачи – это результат тщательной подготовки к желто-черным. Тактический подход перерабатывается новым капитаном и тренером, и когда-то мы вернемся уже к новой странице Overpass от Na'Vi. Ну а пока я покажу вам структуру пистолетных раундов на стороне защиты, основываясь на играх 2017 года. Сигнатурным пистолетным от Na'Vi можно считать раунд, основная фишка которого состоит в чеке короткого туннеля на раннем тайминге под флешку человека, отвечающего за диффуза. Игрок с балкона набрасывает моменталку, под которую двое чекают короткий. Оставшиеся два КТ не имеют строгих инструкций, но их позиции должны быть близкими к атаке, чтобы на стартовом этапе получить инфу и не отдать установку А-плента без боя. На примере игры с Astralis мы видим, как Эдвард решает идти на пропрыг для контроля длинного, а Guardian уходит под коннектор, где и получает информацию о противнике. Таким образом, имея изначальный сетап 4 игроков на Б, Na'Vi на момент раскида уже укрепили верхний плент. На Б осталась связка игроков, которые на старте шли в дальние позиции, один из которых перетягивается после первого смока, а второй после контакта с Т и появления С4 на радаре. Дефолтные позиции для дефенса плента А с пистолетами – это хелпа и банк. Если же дым падает на хелпу, то важно занять машину для кроссфайра, а при наличии третьего можно уделить какое-то время прострелу по таймингу, а потом перетягиваться на размен игрока в банке. Такая тактика позволяет пресечь как агрессивный вид атаки, так и сейвовый. Если противник не шумит и не высовывается под ямой, то даже при контакте на среднем выходе хелпа с балкона поспевает достаточно быстро, и террористам заходить на А крайне сложно, учитывая, что экономические рамки пистолетного раунда не позволяют им полноценно контрить подготовленный плент. Если Т увиливает от выпада под моменталку на короткий, укрепление Б позволяет справиться с напором атакующих, выжимая максимум от преимущества КТ-пистолета на дальних и средних дистанциях. Такая позиционка заставляет атаку давить глубокие точки, и это облегчает задачу игрокам ретейка, так как им предоставляется возможность закрывать террористов поодиночке, не теряя тиммейтов на разменах. Как вариант, чтобы не доводить ситуацию до установки С4, можно покупать две флешки, и если ранее у противника выйдет, то вторая кидается во время раскида смоков, и это отличный способ на корню срезать одно крыло с плита атаки. Если вместо флешки закупается ХЕ, то начальный сетап немного изменяется. Сист занимает токсик, и если пик длинного провоцирует пуш плента, то атаке прилетает граната прямо под ноги. Если же никакой потасовки не происходит, то игроки уходят на привычный нам дефолт – токсик, балкон и пропрыг. До контакта на А один игрок контролит лонг, а второй на среднем выходе держит мид. После получения инфы в плент стягивается игрок балкона, и за банан с туалетами уже отвечают два отдельных игрока. Если атака не открывается и пытается поймать КТ на дефолтных вещах, следует использовать более изощренные способы, которые сложнее прочитать. Такой опен через подсадку провоцирует ответные действия, и поэтому сетап плента А бросает якорь на глубоких позициях, понимая, что противник вряд ли будет устраивать фейк. Находясь в меньшинстве, подобный пуш ближе к лейту подразумевает all-in ситуацию. Эта тактика имеет сильный винрейт при защите Б-плента, но ее проблема состоит в крайне пассивном начале на подходах к А. Если соло-игрок в эрлигейме отлетает от аркады в коннекторе или миде, то КТ попросту теряются из-за необходимости или отдавать ключевую точку, или метаться на два фронта. Чтобы нивелировать вероятность подобного исхода событий, идеально подходит сетап двух игроков на лонге, так как большинство атак с вектором на А проходит через сплит лонг-мид, в особенности на пистолетке, когда до 4 игроков может давить длину. Именно поэтому перекрестный огонь КТ на вазонах и за деревом работает идеально. Основной дуэт может укрепиться игроком в туалетах, который будет прикрывать мид и по инфе подключаться к перестрелке на длине. В этом случае смерть ключевого игрока за деревом не так фатальна, так как у него теперь на размене два тиммейта. Хотя попасть в эту торчащую голову, при том что он открывается вторым, та еще задача. При условии атаки через лонг подобный сетап защиты практически непобедим, и главный момент в этом раунде занимает даже не положительный размен, а то, что Т зачастую выходит на длину с бомбой.
И этим ставят себя в ловушку, из которой они просто так не могут уйти. В отличие от защиты, где один игрок, забайтив на себя, может спрыгнуть с вазонов, а второй стрейфится на выходе с туалетов, пока плеймейкер за камнем снимает скальпы с голов противника. Контроль бомбы практически ставит точку в раунде, ну а охота за последним – это дело техники. Разобравшись с выпадом на короткий и стаком длины, мы рассмотрим тактику с упором на миде. На старте раунда двое идут на шары для перестрелки с ямой, двое топ-коннектор и последний играет на инфу внутри Б. После отсутствия выпадов со стороны атаки, один игрок остается на баллонах, а второй уходит в коннектор. После быстрого раскида молотовы зонят КТ в хелпу, а трио с коннектора врываются на воду. Данная тактика крайне редкая, и ее преимущество как раз в том, что атака по дефолту ожидает укрепленный плент и опасается врываться без подготовленной платформы. Поэтому спину на таком тайминге в лучшем случае прикрывает один человек, и этого недостаточно, чтобы дать отпор обходу с укрепленного коннектора. На этом у меня все, надеюсь, данный материал был вам полезен. Пишите в комментариях свои мысли по поводу этой рубрики и что я могу сделать, чтобы ее улучшить. Увидимся через какое-то там количество времени.